Ну что же, тот театр, который перед нами разыграли по серии, да с фантастической скоростью, я даже не стану сейчас комментировать. Скажу лишь, что турки в очередной раз показали себя, и то, что все заигрывания с ними никогда ничем хорошим не заканчиваются. Тут история в помощь. И возникает закономерный вопрос, почему Асад за 10 лет не удосужился провести модернизацию и укрепление армии? Много вопросов, много закулисных игр. Вспоминаются, конечно, тут слова Жириновского, предвидевшего за этим всем Турцию. И чем это в итоге может обернуться? Что тут еще можно добавить? Разве только то, что мы не выбираем времена. Мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали нас. Времена, когда на фоне беспристрастного взора мирового сообщества, новостной ленты, сменяющейся с невероятной скоростью через призму цифрового мира, стервятники принялись вновь раздирать Сирию, да на части. Некогда колыбель цивилизаций – христианство. И тема, которая будет далее, становится еще более актуальной, и понимание, насколько важна сильная армия и передовые технологии. Пожалуй, одно из главных событий уходящего года – кадры, которые без всякого преувеличения впечатлили весь мир и заставили многих призадуматься. Мы впервые, воочию, а не в кино или в компьютерной игре, увидели, как может начаться реальный апокалипсис. В конце ноября по ключевому объекту военно-промышленного комплекса Украины, Днепропетровске, наносится удар с использованием принципиально нового оружия. Весь мир в течение долгих часов обсуждал события и что это было. И спустя некоторое время российский президент Владимир Путин в специальном обращении сделал заявление о нашем ответе на решение США и стран НАТО использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Мы применили одну из последних разработок – гиперзвуковой ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Ответ явно совсем не тот, которого ждал Запад, что в общем-то понятно. И учитывая, что до сих пор в СМИ не попали нормальные спутниковые снимки, да и вообще последствия удара. Ведь обычно все с точностью да наоборот, а на просторах инета быстренько начали накидывать, где только могут, различную шелуху ЦИПСО да либеральная шелупонь, а кто-то и вовсе по привычке или от досады снова стал написывать о мультиках. Что говорится, пишут да плачут. Там были уверены, наши предупреждения о последствиях и изменения самой сути конфликта в случае ударов по территории России дальнобойным оружием – это пустой звук. Якобы ядерное оружие Москва точно использовать не будет, а все остальное не так уж и страшно. Но как оказалось, что страшно, и без всяких ядерных боеголовок. И в этом смысле реакция Москвы асимметрична и более точна. Когда впервые в 2018 году в послании Федеральному собранию президент сообщил, что Россия создала оружие, которого на тот момент ни у кого не было, ему на Западе не поверили, так как для них это звучало чем-то фантастическим. Не верили, что после развала СССР Россия сможет восстановить для создания подобных технологий научный потенциал. Как мне помнится, тогда многие да с издевкой также комментировали показанную графику, а очень зря. Мы усвоили урок общения с противником и поменяли подход. Теперь мы показываем и только потом рассказываем. Ну и это принципиально важно. Применение орешника – это не только ультиматум, скорее это предупреждение и настойчивое предложение вернуться к переговорам не только о разрешении кризиса на Украине, но и о стратегической стабильности, которые были отвергнуты Западом в начале 2022 года, только теперь на новых условиях и с учетом иных реалий в этом мире. Главное, последовавшим за испытанием орешника, заявление российского президента, цитирую: «Мы не желаем эскалации, но готовы к ней». Позже президент не случайно раскрыл некоторые характеристики новой ракеты, который способен уничтожить даже самый глубокий и укрепленный бункер. И посыл этот был напрямую для стран НАТО и США. Ведь новый виток напряженности решила спровоцировать на прощание, как мы уже все знаем, уходящая администрация Байдена, разрешившая бить вглубь по России, после чего были нанесены удары американскими ракетами, атакамс и британскими Storm Shadow, а это невозможно без прямого участия натовских специалистов. Ну и прежде чем продолжим и перейдем к главному, по традиции хотелось бы сказать и о спонсоре сегодняшнего проекта. Великорос предлагает замечательные вещи, которые станут отличным подарком и хорошим сюрпризом для близких. Великолепные кожаные ремни различных оттенков и моделей для настоящих русских богатырей. Десантные и сталинградские, конные с классической пряжкой или на автоматической бляхе. Словом, все, чтобы порадовать истинно русское сердце. А освященные кожаные ремни «Русь святая» с горячим тиснением молитв на церковно-славянском языке и с каноническим изображением православного креста и Голгофы станут лучшим подарком на Рождество для православного мужчины. Все кожные ремни упакованы в красивые оригинальные подарочные коробки.
А еще в магазине представлены кожаные аксессуары, удобные шерстяные свитеры с душевным узором, стильные шарфы и шапки, мягкие полотенца из премиального хлопка различных размеров и цветов. И, конечно, беспроигрышный подарок на все времена – набор хлопковых правильных носков. Необычное оформление подарочной коробки сделает подарок еще более ценным и приятным. Также перед наступающими праздниками Великорос подготовил для вас великолепные подарочные наборы. Можете быть уверены, такой подарок создаст настроение и останется в памяти у получившего его счастливчика. Однозначно подарки от Великорос принесут счастье своему обладателю, человеку, который любит и ценит все родное. Поэтому, друзья, переходим в магазин по ссылке, которую я, как всегда, оставлю в описании под видео, и успеваем приобрести по специальной цене, использовав промокод Пересвет с приятной скидкой 15%. Ну а теперь далее. Сейчас у Запада вариантов, как еще подлить масло в огонь, практически не осталось. Передавать стране, где сейчас идут боевые действия, крылатые ракеты Томагавк, бессмысленно. Они не пройдут российские ПВО. Возможно, поэтому из Атлантики зазвучали совсем переходящие грани разумного идеи, чтобы выдать Киеву ядерное оружие, что, впрочем-то, не удивляет, и учитывая, кто правит на самом деле, США. На что Владимир Путин жестко ответил и предупредил: этого Россия не допустит. Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим. Также впервые прозвучало, что удары по центрам принятия решений в Киеве теперь исключать нельзя. И речь, конечно, о неядерном варианте Орешника. По крайней мере, пока. Все-таки боевой блок и призвуковые ракеты вызовет разрушение в правительственном квартале. Это правый берег Киева. После прилета между зданиями Рады и Кабмина в зоне сплошного поражения ударной волной окажутся здания Минобороны. При попадании 2 и более блоков, все, что находится как минимум в радиусе 2 километров, также будет уничтожено. Фактически речь идет не просто о мощном оружии, о котором Запад прежде не знал, а о принципиально ином стратегическом балансе сил. Теперь в распоряжении России есть не ядерный комплекс, но по мощности удара ему равный, и российская разработка полностью меняет правила игры. Позже американская пресса истерично начнет просчитывать последствия, и в ответ на такие перспективы американские издания вновь начали изучать последствия применения ядерных ракет по городам. Каким будет радиус поражения и сколько миллионов погибнет? Начали по традиции с Москвы. Далее Пхеньян, тот же упор на количество жертв, и Пекин, те же расчеты. Но больше всего беспокоят возможные последствия удара для своих городов, и особенно Англию. Впрочем, подсчитать подлетное время несложно. Например, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» долетает до Берлина, Парижа, Лондона и Вашингтона за считанные минуты. И еще один аргумент, серьезнее которого, пожалуй, нет. У России самый большой ядерный арсенал на планете. Наиболее известные наземные комплексы Ярс и Тополь-М. Дальность возмездия до 12 тысяч километров. Под водой на страже подлодки с баллистическими ракетами, такими как Булава и Синева. За Посейдон в этот раз умолчим и его разрушительной силе. В воздухе стратегии, а это крылатые ракеты с ядерным боезарядом. На нейтрализацию этого арсенала планы Пентагона строились десятилетиями. Основа их стратегии применения этого оружия заключается в том, что вначале в бой должны вступить неядерные силы, то есть неядерные ракетные комплексы, которые должны максимально нанести урон нашему ядерному арсеналу. Но эту стратегию воплотила в жизнь именно Россия. В одном ударе сразу использовать 2, 3, 4 комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку оно является высокоточным, и не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но сила будет сопоставима. То есть уничтожить любые и даже подземные хорошо укрепленные сооружения без использования авиации с применением не самых быстрых противобункерных бомб Россия уже может сейчас. Есть у военных достаточно давно и принципиально неперехватываемое оружие. Американская разведка в своих докладах Вашингтону наверняка рассказывала о ключевых российских технологиях и при звуковом комплексе «Авангард», ракете «Сармат», возможностях преодоления ПРО, о новых двигателях и системах управления, но американская военная машина оказалась слишком инертной и неповоротливой. Если у нас, уже
весь ядерный щит обновлен полностью, испытания все проведены. Но Америка из-за отсутствия, можно сказать, денежных средств у богатой страны, они эти тестирования не провели, лет 30 не проводили. Устаревающие ядерные арсеналы – это еще полбеды. Средства ПРО, из договора которых Штаты вышли окончательно к 2002 году, у Пентагона так и не появились. Конечно, сбивать крылатые ракеты американцы умеют, а вот гиперзвуковые – нет. У системы ПРО-ТХАД, которая считается одной из лучших на Западе, максимальная дальность перехвата – 3500 км. Чем меньше эта цифра, тем больше шанс перехвата, ведь тогда меньше скорость ракеты. Но даже у Орешника радиус действия около 5500 км. К слову, и хотелось бы напомнить, у России есть комплекс С-500 Прометей, различное стационарное ПРО, в том числе и противоспутниковое, о котором я говорил в других проектах, например, Нудаль. Фактически сложилась такая ситуация, что Вашингтон сам же разрушил стратегический баланс, и теперь по своей же вине и колоссальных затрат на вездесущую демократию оказался в роли отстающего по многим пунктам вооружения. В геополитике есть такое понятие – баланс страха. Он исчез почти 30 лет назад с распадом Советского Союза, и вот сейчас главная задача – восстановить этот баланс. Люди, прошедшие так называемый Карибский кризис, этот страх чувствовали на себе, но они давно отошли от дел, а многих уже нет в живых. Новое поколение американского истеблишмента о тех временах, похоже, ничего не знает или не хочет знать. Во времена Холодной войны западные политики прекрасно понимали, достаточно одной ракеты, преодолевшей систему ПРО, чтобы человечество исчезло с лица Земли, именно потому, что такие ракеты были у каждой из сторон. Это и называлось ядерное сдерживание. Сейчас же, даже если Запад и сможет быстро разработать ракеты средней дальности в нынешние кризисные времена, тем более если они и будут, то только американские, значит вывести эскалацию на запредельный уровень, с учетом того, что у России подобное оружие есть и пошло в серию. Ну и, собственно говоря, возвращаясь к характеристикам нового комплекса средней дальности «Орешник», подлетное время минимального радиуса этой ракеты не более 20 минут, а сюда входят все стратегически важные точки НАТО, базы, аэродромы, те самые центры принятия решений от Польши до Британии. На саммите ОДКБ президент России приоткрыл завесу тайны. Владимир Путин подчеркнул, что десятки управляемых боевых блоков этой системы способны наносить удар по заданной цели со скоростью 10 махов, что приблизительно 3 км в секунду, а температура компонентов при ударе достигает, только вдумайтесь, 4000 градусов Цельсия. Для сравнения, на поверхности Солнца температура составляет около 6000 градусов. Это приводит к тому, что объекты в центре взрыва фактически разрушаются на молекулы. Боеголовки, как вы видите на этом видео без ядерного заряда, выглядят как огромные сгустки огня. Их скорость так высока, что при входе в атмосферу они буквально дробят молекулы воздуха на электрически заряженные частицы. Стоит отметить, что при такой температуре боеголовки, летящие словно плазменный кокон, поглощают любое излучение радиолокационных станций, делая еще невидимыми и для ПВО. Система «Орешник» имеет возможность поражать объекты с высокой степенью защиты, находящиеся на значительной глубине. Хотя данное оружие не относится к средствам массового уничтожения, его удар сопоставим с эффектом ядерных боеприпасов. Россия предупреждает, что готова к любому развитию событий, не уточняет лишь, какие центры принятия решений в первую очередь могут стать целью теперь, военные или политические. А учитывая, что Владимир Путин заявил также о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Орешник» во второй половине 2025 года, то у кое-кого из соседей явно сейчас начнет, скажем культурно, подгорать пятая точка, ведь для них это однозначно неожиданный поворот. В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно. И подытоживая наш разговор, хотелось бы отметить, как удивительно и быстро наши недруги выучили русское слово «орешник». Практически так же стремительно, как в свое время слово «спутник». Кстати, несмотря на свои сугубо мирные научно-исследовательские цели, полет первого советского космического спутника 4 октября 1957 года поверг американцев в подлинную панику. Люди полезли в бункеры, дети в школах спрятались под парты, как учили по инструкции о ядерном ударе. Сейчас реакция схожая. Американские вассалы забегали и засуетились, ведь снова, да где-то на горизонте, появился наш дикий прапор, и в этот раз совсем близко. А на этом все, друзья. Выпуски сейчас и пока автор, скажем так, в разъездах по возможности. И, конечно же, не забываем приобрести и порадовать себя и близких перед наступающими праздниками прекрасными и качественными подарками от легендарного бренда Великоросс. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху.
Но потом. Это вам не это. Понятно.